Друзья, всех приветствую на канале Календарь Рыболова. Меня зовут Алексей. Я направляюсь в сторону землянки. Вот прошел последние небольшие группы рыболовов. Остались одиночные силуэты. Вся основная группа уже позади. Уже далеко, километров 5, может больше, отошел. И здесь уже остались такие чистые, нетронутые места. Уже никого нет. Сегодня последний день зимы. Такая погодка уже весенняя. Радует теплым солнышком. Иду расстегнутый. Тепло. На улице может быть небольшой минус, но на солнце очень тепло. Лед еще хороший, надежный. Ездят и на мотоциклах, на снегоходах. Но здесь, как ни странно, следов не видно. Давно сюда никто не заезжал. Давно не было видео, целый месяц. Потому что продолжаем лечить моего отца. Весь этот месяц я был в городе с ним, в больнице. Его прооперировали. И сейчас будет следующий этап лечения. Довольно долгий, сложный, но мы не теряем надежду, все будет в порядке. Обязательно вылечимся. И будем еще вместе не раз ходить на рыбалке. Отец замечательно держится, не унывает. Просто для меня самый лучший пример мужества и достоинства. Вот. Ну а мне еще километра 3-4 я буду в землянке. Очень красиво, сейчас солнечно. Так, покручусь. Просто замечательная погода. Лед еще от берега не отошел. Можно еще рыбачить, я думаю, около месяца будет. Неплохой лед, хотя долго становился. Обычно на месяц раньше устанавливался лед. А в этом году только после Нового года. Хорошенько все замерзло, были морозы сильные. И вот сейчас погода уже такая, днем бывает даже до плюс 10 на солнышке. А ночью минус 5, минус 6. И оно все опять подмерзает. Вот. Поэтому сейчас безопасно. Иду, лед трещит под моим весом. Хотя я похудел килограмм, наверное, на 12, может немного больше. А больше, на 14 где-то. В землянку иду без ночевки. Налегке, один рюкзачок. Рыбалку особо не планирую. Не брал ни бур, ни ящичек рыболовный. Одну удочку, маленькую, легенькую. Попробую, может быть, на обратном пути немного половить в этих лунках, которые рыболовы уже, скорее всего, будут сворачиваться домой. А я на обратном пути, так сказать, на рыболовном жаргоне пошакалю по чужим лункам. Ну, думаю, никто не огорчится. Ничего туда сыпать не буду, никаких прикормок, ничего, чтобы каждый любит там свою прикормку, свое место, может быть, исключительно своими прикормками кормит. Поэтому я ничего не буду туда сыпать в чужие лунки. Это такое внегласное правило, если кто не знает. Не любят рыбаки, когда на их месте кормленном кто-то там начинает что-то свое сыпать. Они считают, что у них самая лучшая, самая эксклюзивная прикормка, и только на нее приходит рыба. А если кто-то насыпет, то все клево на следующий день уже не будет. Поэтому я без прикормки или на безмотылку. Но у меня есть там немного мотыля. Попробую на
обратном пути. Потому что здесь без бура я топором буду долго ковырять. Лед сантиметров 30, наверное. В общем, продолжаю путь. Хотя я иду налегке с небольшим рюкзачком, но все-таки минимальный запас необходимых вещей я с собой взял. Такие как спички, зажигалка, нож, запас воды небольшой, потому что все-таки людей вокруг нет. Зима, лед. Хотя идти довольно удобно, не скользко сейчас, но местами проходишь такие места, где довольно скользко. И можно упасть, травмироваться. И помощи ждать неоткуда. Поэтому не стоит пренебрегать мерами безопасности. Так, я уже почти пришел. Сейчас нужно будет как-то выбраться на берег. Кабанчик побежал. Вот остатки моего мостика для рыбалки. Он был метров 30, наверное, от берега. Хорошо там ловился лещ, плотва. Обычно весной лед начинает отходить от берега. Поэтому провалиться можно в самый неожиданный момент. Но пока еще довольно прочный. Думаю, можно без проблем выбраться. Да. Вот я и на месте. Сейчас посмотрю, что там с домиком. Домик вроде бы стоит. Бревнышко, на котором я пью чаек и встречаю рассветы. Коптилка, если видите, вот белый ящик, это коптильня холодного копчения. Вот здесь внизу топка, а в земле тоннель для того, чтобы дым охлаждался. Следов нет, никого не было. А, и как же моя елочка? Я посадил осенью елочку. Какой-то добрый человек, который знает о том, что я здесь обитаю, принес мне ее. Здесь у меня вот был стол. Навес я не успел сделать. Вот это вот кухня летняя, так сказать. Здесь печка. Печка, кстати, еще не разрушилась. Весной ее можно будет почистить. Вот решетка. А вот куда подавать дрова. Да, вот она, елочка. Так сложно сказать, прижилась она или нет, потому что елки-то стоят у многих и до самой весны, и все время зеленые. Вот и здесь она, в общем-то, зеленая. Немного есть таких уже, да, подсохших этих иголочек. Но я надеюсь, что все будет в порядке. Вот что-то прорастает, какой-то чесночок, что ли. Дровишек я в прошлый раз нарезал, еще не пособирал, но я же говорю, сегодня ночевать не буду. Мне сейчас нужно быть дома. Ну что, избушка-землянка стоит, не завалилась, это уже хорошо. Сейчас попробую открыть двери. Как правило, каждый раз прихожу и все больше проседает и зажимает дверь. Но не сейчас. Сейчас нормально открылась. Запас консервов есть. Здесь в ведрах от мышей спрятаны какие-то крупы. Еще, может быть, прикормки с лета остались, с осени, с весны.
Мыши немного похозяйничали. Но, как ни странно, этой зимой они практически не донимали. Ну, вообще их практически не было. Это совсем не сравнить, как в первый год. Не знаю, почему так. Возможно, потому что я топил просто регулярно. Каждый день было очень тепло, и земля вся была прогретая. Даже вот этот уступ, на котором лежанка, тоже он не остыл. Я клал термометр, этот градусник. И всегда было на полу, на земле. У меня пол земляной, как вы видите, до сих пор. Когда-нибудь сделаю деревянный, дубовый. Ну вот пол всегда был теплый, около там 15 градусов, как неудивительно. А наверху так вообще щелей тогда еще не было. Все было почти герметично. И очень тепло было. Дров уходило немного, печка хорошо работала. В прошлом, или когда в позапрошлом году здесь выросли подснежники, или как они правильно называются. Вот. А вот бревнышко дубовое, ровненький ствол, можно будет из него сделать хорошие полы дубовые. Я, правда, еще не практиковал распиловку бревен на доски, но видел, люди делают. Думаю, у меня все получится. Все так же планирую полностью перебрать эту землянку, заменить плохие бревнышки. Хочу ее обкопать, полностью вокруг обкопать, немного еще углубиться туда в склон, чтобы с 3 сторон она была практически полностью в земле. А одна сторона будет открытая, но из самых толстых бревен. Хочу хорошенько ее электропилой, которую я буду использовать от солнечных панелей, заряжать, хорошенько все подровнять, потому что дубовые бревна, они не растут такими ровными, как хвойные деревья, поэтому с ними намного сложнее работать. Кроме того, они и обрабатываются намного сложнее. Кстати, по поводу солнечных панелей, это, конечно, хорошо весной, летом, даже осенью, но зимой они выдают, ну, процентов 5, максимум в 10% вот на своей номинальной мощности. Поэтому зимой не очень практично их использовать. А я вот шел по льду, и в прошлый раз, когда возвращался, льда еще не было, но воды было мало, и можно было пройти по берегу. Правда, очень сложно было, но можно. И я нашел несколько мест, где ручьи с холма сверху стекают, хороший такой ручеек, и прямо к берегу. И тоже там такие неплохие местечки, безлюдные, до ближайших поселков далеко. И к чему я веду? На этом ручейке можно построить мини-ГЭС, такую микро даже гидроэлектростанцию. Есть, в принципе, продаются такие небольшие генераторы, которые работают от, ну, лопасти, крутит вода от воды. Вот. Можно сделать самому, что-то придумать из какого-нибудь автомобильного генератора, сделать лопасти. Но сам смысл в том, что ручеек начинается высоко на холме, и перепад высот может быть 10, 15, 20, 30 метров, смотря где запитаешь трубу приемную. И сделать нужно не просто ручеек не раскрутит лопасти, потому что там не такое большое течение, не так много воды. Может быть, минимальную вот эту вот 10-ваттную турбинку. А так, чтобы более-менее что-то солидное, чтобы там хотя бы постоянные были 100 ватт, а этого вполне будет достаточно, чтобы зарядить телефон, там камеру, свет себе постоянно сделать в помещении. Для этого нужен либо большое количество воды, пусть не сильно большим течением, либо
большое давление, пусть с небольшим количеством воды. А большое давление можно сделать, если запитать трубу, например, пластиковую трубу метров 30-40, бухточку такую привести диаметром там 40-30 миллиметров, может 50, смотря сколько воды будет выдавать этот ручей. И запитать ее с разницей высот метров на 20. Каждые 10 метров будут выдавать 1 атмосферу давления. И я думаю, что если на 20 метрах на перепаде запитать такую трубу, то 2 атмосферы раскрутят. Я думаю, что без проблем дадут 100 ватт мощности. Но, правда, довольно далеко это местечко. И не знаю, ну, смысла нет там что-то. Я ж провода сюда не буду тянуть. Там несколько километра 3-4, наверное, от землянки. Но эта землянка может быть как такое, как называется, зимовье, чтобы здесь проводить зиму. А там такую более легкую на другие времена года. Менее холодные, но зато с электричеством постоянным. И как-то более обустроить свой быт. Какой-то комфорт будет с электричеством. Хоть я и люблю природу и вдали от людей находиться, но я не хочу отказываться от всех благ цивилизации. Электричество в том числе. Также интернет. Интернет здесь ловит, потому что на той стороне водоема есть поселок. Интернет хорошо ловит. Ну, относительно, но хватает, чтобы загрузить ролик. К сожалению, пока я здесь на постоянной основе находиться не могу. Поэтому все только в задумках, в планах. Надеюсь, когда-нибудь все это реализуется. Вот такой фонарик с собой взял. Сегодня солнечно. И на нем есть вот такие лепестки. Он, по-моему, так и называется. Лепестки. С солнечными панельками. Поэтому в случае чего всегда можно подзарядить от солнца. Да, еще здесь есть пауэрбанк. Вот сюда. Прохладно. Но не очень сыро. Матрасы сухие. Немного капало зимой, когда топил, конденсат был. Сейчас вроде бы все в порядке. Как ни странно, но я не рыбачил в этих местах ни разу еще весной. До весны, когда землянка уже появилась, я здесь немного не дожил. Я здесь был когда постоянно. Очень мне нравилось в этот период зимой. Людей мало. Особенно когда становился лед. Вообще никто не мог добраться сюда ни на лодках, ни на снегоходах, ни на квадроциклах. Полное уединение. Очень здорово было здесь. Вот. Ну и весной тоже, когда лед уже плохой, мало кто рискнет на каком-то транспорте ехать, да и пешком идти довольно сложно по скользкому льду далеко. Вот тоже думал, что будет неплохо здесь побыть весной. Все рыбаки знают, что весной перед нерестом рыба активно кормится, хорошо ловится. Вот. Но так пока еще я здесь и не рыбачил весной, потому что началась война, я отсюда уехал в город. Ну а завтра 1 марта, первый день весны. Надеюсь, удастся будет еще вырваться сюда, порыбачить и со льда, а потом уже и на поплавок, на удочке. Сначала будет хорошо клевать плотва. На щуку сейчас запрет, хотя, наверное, она будет в первую очередь ловиться еще из-под льда. Будет у нее преднерестовый жор. Потом, когда лед сойдет, потихоньку начнет ловиться плотва, лещ, густера.
окунь. Потом карась. Мне особо не было большой нужды уходить сюда далеко на рыбалку, потому что совсем рядом, когда преднерестовый жор, рыба ловится практически везде. Поэтому так далеко не ходил. Но в этом году планирую сходить сюда на рыбалочку. Может, здесь попаду на клев леща. Редко попадал, потому что именно там у нас возле поселка лещ не рестится, и поэтому он там не ловится так активно, как плотва. А плотва очень здорово клюет. Но попробую обязательно сюда сходить весной. Может быть, и карась, и лещ. Да любая рыба в свое время перед нерестом очень хорошо клюет. Сейчас немного приберусь тут после мышей. И пойду прогуляюсь. По льду посмотрю. Лунки, конечно, открытые, я навряд ли здесь найду. На холоде камера быстро разряжается, поэтому пока солнце не спряталось за деревья, выйду на лед и поставлю фонарик немного зарядиться, чтобы от него потом подзарядить камеру. Ну вот здесь солнце уже светит прямо в глаз. Постоянные зрители знают, что я, в принципе, никогда не рекламирую всякую ерунду, типа онлайн-казино, ставки на спорт, в таком плане, где откровенно у людей выдуривают деньги. А вот такие фонарики, которые проверены на моем личном опыте. Причем я сначала не приобрел, мне подарили мои приятели лопатку тоже от этой компании Killnex. Мне очень понравилось, я ее использовал, копал с помощью нее землянку. Вот горит индикатор красный, что идет зарядка от солнца. Ну вот немного подзарядился, можно снова использовать для освещения в землянке, подзарядить камеру. Да и вообще в преддверии весеннего сезона довольно актуальный такой фонарь с солнечными панельками для охотников, рыболовов, да и в домашнем хозяйстве также пригодится. В общем, вещь хорошая, мною лично проверенная. Всем рекомендую. Ссылку оставлю в описании под видео и в закрепленном комментарии. Для подписчиков на канал Killnex, YouTube канал, Instagram и другие соцсети существует 10% скидка. Также будет промокод от канала Календарь Рыболова от меня лично. Также со скидкой. Ну что, немного отдохнул, начинаю замерзать. С дороги было так тепло, жарко, солнышко. Сейчас солнце уже прячется за деревья, становится прохладно. Печь топить не буду, потому что скоро буду собираться в обратный путь. Дорога не близкая, не хочется, чтобы в пути застал вечер, ночь. Поэтому собираю вещички и по дороге попытаюсь немного половить рыбку. Может быть, найду открытые лунки, не замерзшие после рыбаков, и попытаюсь наловить рыбы для котов. Найк и Тимофей уже сильно соскучились по рыбке. Буду утепляться, застегиваться и выдвигаться в обратную дорогу. Что вот так ненадолго наведал свою избушку-землянку, можно сказать, одним глазком. Заглянул, проверил, все в порядке, но нужно идти в обратный путь.
может быть, удастся наловить котам рыбки. И хотел сказать большое спасибо за то, кто помогает в лечении моему отцу. Даже любая небольшая копеечка сейчас для нас очень важна. Еще раз большое спасибо. Я рад, что еще есть добрые люди на свете. Ну а я выдвигаюсь в обратный путь. Вот я нашел тот самый ручеек, который течет откуда-то сверху. Слышно, как журчит вода. Опасно идти здесь по льду, потому что может быть подмыто. Обычно где родники, там лед слабый. Вот она. Вода растекается в разные стороны разными руслами. Поэтому кажется, что не такой уж и большой ручей. Но если собрать все это в одну полиэтиленовую трубу, то мне кажется, что будет достаточный напор для того, чтобы вращать турбину и вырабатывать электричество. Так что весной сюда обязательно еще наведаюсь. И это однозначно не талые воды от растающего снега, тающего, а именно родничок, потому что я его видел в разные периоды, в разное время года. Вот так выглядит. Когда иду ближе, тут в принципе не глубоко, если провалюсь. Сильно не промокну, максимум по пояс. Ну вот. Даже видно, я вижу сам ручей, ложбинку, где он проходит. Мне кажется, что с этого будет толк. И в принципе, так смотрю, неплохие-то места для еще одной земляночки. Хорошее рыболовное место. И такие достаточно есть пологие места, где можно поставить домик для рыбалки. И всегда чистая вода, электричество. Даже водопровод можно провести под давлением. Душ. Сделать такой солнечный коллектор. На солнце будет нагреваться вода. И теплый горячий душ. Помыть посуду и так далее. В общем, это место мне понравилось. Людей здесь также немного. Хотя есть, конечно, следы присутствия, но они сейчас везде есть. Довольно сложно найти такое место, чтобы было абсолютно безлюдным. Еще есть вот такой стройматериал в виде вот таких вот камней. Даже непонятно, они природные или природные, наверное. Да, вот он, целый пласт идет такого грунта. Так что можно будет из него сделать фундамент для домика. Прямо здесь можно возле воды сделать, не обязательно наверху. Потому что здесь летом будет все заросшее камышами и постройки не будет видно. Я уже прошел примерно половину пути. Рыбаки уже стали появляться чаще. Вот видно на горизонте силуэты. Человек 5-6 сидит. Но пока еще не нашел пустых лунок. Не так-то просто их сейчас заглянуть. Где-то вижу, где просверлено, пробую. Там все промерзшее.
Ну что, рыбаки уже расходятся. Я нашел свободную лунку, не замерзшую. Поймал несколько рыбешек. Коты будут довольны. Ну и на этом буду с вами прощаться. Всем добра, мира, здоровья. И до встречи в следующих видео. Пока-пока.